На протяжении всей истории и во всех жанрах искусства талантливые творцы оставались незамеченными, подвергались насмешкам и пренебрежению, отвергались обществом при их жизни. Иногда именно смерть художника заставляла общество еще раз взглянуть на его работу. Нет пророка в своем Отечестве. Эта фраза берет свое начало в Евангелии от Луки, что означает, что это явление отнюдь не новое. Наградой для любого художника за его работу является признание, но люди принимают как должное то, с чем они знакомы. И если вы когда-либо чувствовали, что не получаете внимания или уважения, которого заслуживаете, со стороны окружающих вас людей, возможно, вам станет легче, зная, что вы не одиноки. Среди многих известных людей, которые продолжают жить с нами благодаря своей работе, оказавшей глубокое влияние на общество, а также на культуру, чье искусство внезапно приобрело новое значение и вызвало новый интерес после смерти, имя, которое резонирует во всех наших умах из мира искусства, это Винсент ван Гог. Его имя сразу узнаваемо даже среди людей, ничего не знающих об искусстве. Недооцененный художник, умерший в 1890 году, которого часто называют непонятным гением, смог продать только одну картину за свою жизнь, а широкое признание его художественных работ произошло только после 1910 года. Сегодня его непревзойденное искусство является наследием и оценивается в миллионы. Винсент ван Гог известен как один из самых выдающихся голландских художников и живописцев всех времен. Тем не менее, при его жизни это было не так. И вся драма, миф, история его жизни сделали его более известным широкой публике, чем его картины. Его эмоциональная нестабильность сохранялась на протяжении всей его жизни, а позже привела к серии кризисов, которые усилились в течение последних 18 месяцев до его самоубийства в 1890 году. Конечно, сегодня никто на самом деле не знал Ван Гога, поэтому мы все делаем предположения, основанные на сочинениях других или из лучшего имеющегося источника собственные письма Ван Гога. Он много писал, в основном своему брату Тео, который являлся его ближайшим и самым преданным другом, покровителем и артистическим агентом. Письма Винсента ван Гога – одни из самых ценных документов в мире искусства. Они не только проливают свет на сложный и интригующий характер Ван Гога, но и освещают весь творческий процесс, увиденный его глазами. Психическое заболевание Ван Гога можно рассматривать как сочетание многих факторов. И первым, вероятно, самым важным из которых
является семья. Ван Гог был застенчивым ребенком с заниженной самооценкой. Он проводил свободное время в одиночестве, гуляя по сельской местности, чтобы понаблюдать за природой. Винсент Вильям ван Гог родился и вырос в небольшой деревне Зюндерт на юге Нидерландов 30 марта 1853 года. Он был старшим из 6 детей, но не первым у протестантского священника Теодора ван Гога и Анны Карбентус. Другой сын, которого родители также назвали Винсентом, родился мертворожденным в тот же день, ровно годом ранее. Каждый день молодой Винсент проходил мимо могилы, отмеченной его именем и точным днем рождения. А еженедельно Анна брала Винсента на местное кладбище, чтобы украсить могилу его старшего брата цветами. Совпадение этих дней рождения и мучительная психологическая борьба с неспособностью соответствовать идеальному образу первенца для своих родителей повлияла на юношу, и Винсент начал свой пожизненный навязчивый поиск, чтобы заменить любовь своей матери. Но Винсенту никогда не везло в любви. Его выбор женщин был нетрадиционным. Он стремился к отношениям с более зрелыми женщинами, которые считались неподходящими. В возрасте 28 лет Винсент влюбился в свою двоюродную сестру Корнелию Андриану Вострикер, которая недавно овдовела и самостоятельно воспитывала 8-летнего сына. Хотя Винсент ван Гог был довольно настойчив, Ки, однако, не ответила на его чувства. А на его предложение руки и сердца она сказала «никогда, нет, никогда». Позже он познакомился с женщиной по имени Сиен Хорник, бывшей проституткой, у которой были маленькие дети. Винсент и Сиен какое-то время жили вместе счастливо. Она служила его моделью. Но когда Сиен снова начала работать, Винсент собрал свое малярное снаряжение и ушел прочь. В возрасте 31 год у него сложились отношения с соседкой Марго Бегерман, которая позже пыталась покончить с собой, потому что ее семья выступала против их брака. Она выжила, но спасти отношения не удалось. Во время пребывания Ван Гога в Париже художник знакомится с яркой владелицей парижского кафе Агастиной Сигатори, и между ними возникают непродолжительные отношения. По словам Поля Гогена, Винсент очень любил итальянскую модель, но, как и другие его возлюбленные, Агастина оказалась источником проблем. И этот роман также распался. История любви Винсента к женщинам – это в основном история неудач и отказов. Результаты были плачевными из-за его неспособности проявлять гибкость и управлять отношениями. Различные работы и учеба ни к чему не привели. Родители Ван Гога продолжали поддерживать сына. Они помогли найти ему работу и всегда предлагали ему крышу над головой, когда он в этом нуждался.
Ван Гог начал работать в 16 лет, когда его дядя устроил его стажером в арт-салон в Гааге, в той же области, где работала его семья. Продажа произведений искусства. Но вскоре у Винсента возникло убеждение, что искусство не должно рассматриваться как товар. Он выразил эти чувства достаточно четко, что не способствовало бизнесу, и его уволили. Некоторое время он работал школьным учителем в Англии, затем в книжном магазине в Нидерландах. Он продолжил изучать богословие и стал проповедником в угледобывающем регионе Бельгии. Он учил, навещал больных и читал Библию. Ван Гог пожертвовал большую часть своей одежды и имущества шахтерам, отказавшись почти от всех мирских благ, и начал жить как нищий. Церковные власти посчитали, что это неуместно для представителя церкви, и он был отстранен от занимаемой должности. Винсент был очень эмоциональным, неуверенным в себе и боролся со своей индивидуальностью и со своим направлением. Ему потребовались годы, чтобы раскрыть свое призвание как художник. В жизни Винсента было много взлетов и падений, но он всегда мог рассчитывать на поддержку своего младшего брата Тео. Именно Тео посоветовал Винсенту стать художником и поддержал его финансово, когда дела пошли совсем тяжко. Винсенту было 27 лет, и он только начинал как художник. Его карьера как художник была чрезвычайно короткой, всего 10 лет, с 1880 по 1890 годы. За эти 10 лет он создал около 2100 произведений искусства, в том числе около 860 картин маслом, большинство из которых относятся к последним 2 годам его жизни. Он действительно любил рисовать до такой степени, что повторял эту физическую активность снова и снова. Может быть, 20 вариантов одного и того же предмета, часто просто вариаций последнего, пытаясь получить идеальное изображение. Винсент Ван Гог был уникальным художником, который разработал очень личный стиль, свой собственный способ самовыражения с помощью цвета, а драматические мазки кисти выражали эмоции и добавляли ощущение движения в его работе. Работая в Лондоне и Париже, Винсент ежедневно общался с произведениями искусства, которые пробуждали в нем художественную чувствительность, формируя вкус. Из старых мастеров Ван Гог больше всего восхищался Рембрандтом ван Рейном, оказавшим наибольшее влияние на его творчество. Художники, которые вдохновляли Винсента Ван Гога, естественно, менялись по мере развития его собственного стиля. Но был один, которого он любил на протяжении всей своей карьеры, и влияние которого длилось всю его жизнь. Это Жан-Франсуа Миле. Переезд в Париж в 1886 году оказал драматическое и прочное влияние на творчество Ван Гога. Вдохновленный импрессионизмом и постимпрессионизмом,
Он начал использовать более яркие цвета и продолжал экспериментировать со своей техникой. В Париже Винсент подружился с рядом многообещающих молодых художников, таких как Эмиль Бернар, Анри де Толус-Лотрек, Поль Синьяк, Поль Гоген, с которым у Винсента позже установились близкие дружеские отношения. В Париже Винсент ван Гог постепенно попал под чары японского искусства, и его роман с Японией изменил историю искусства. Прожив 2 года в Париже, Ван Гог устал от городской жизни и холодного северного климата. Он направился на юг в поисках более теплой погоды, яркого света и красок Прованса. В феврале 1888 года он уехал из Парижа в Арль на юго-востоке Франции, где прожил более года. Арльский период Ван Гога стал самым творческим в его карьере. Здесь же были созданы некоторые из его самых известных картин, а его индивидуальный стиль живописи стал более свободным и выразительным, характеризуясь яркими красками и динамичными мазками. Ван Гог нашел в красивой сельской местности Арля то, что искал. Когда он приехал в Арль в феврале, он поселился в комнатах над рестораном. Но это не соответствовало его представлению о том, какой должна быть его студия юга. В мае 1888 года Ван Гог наконец нашел более подходящее место. Скромное двухэтажное жилище, которого больше нет, увековечено в нескольких картинах Ван Гога. Ван Гог снял 4 комнаты в желтом доме на площади Ламартин. Он переехал туда и основал художественную студию в этом идеалистическом провинциальном районе. Он надеялся создать художественный коллектив на юге, где он мог не только жить, но и сотрудничать с другими художниками, изучая окружающую сельскую местность. Поль Гоген был первым и, как оказалось, последним художником, переехавшим к нему. И только после значительных уговоров и обещанной финансовой поддержки со стороны брата Винсента Тео. Поль Гоген прибыл в Арль в октябре 1888 года и сразу же организовал все должным образом. Он готовил для них двоих и следил за домашними расходами. 2 месяца Ван Гог и Гоген работали вместе. Это было время, наполненное большим взаимным вдохновением. Их сотрудничество привело к созданию нескольких шедевров. В то же время
Эти двое мужчин придерживались совершенно разных взглядов на искусство, что приводило к частым и горячим дискуссиям. Гоген работал в основном по памяти и воображению, в то время как Винсент предпочитал рисовать то, что он мог видеть перед собой. Их очень разные характеры провоцировали неуклонное возрастание напряженности между ними. Их отношения постепенно ухудшались, отчасти из-за чрезмерного употребления алкоголя, а также из-за того, что на первый план выходили их разные темпераменты. Винсент и Гоген расходились почти во всем. Их сотрудничество стало сплошным полем битвы. Обмен мнениями становился непримиримым. Обстановка накалялась. 23 декабря во время ссоры с Гогеном в баре у Ван Гога случился психический срыв. Он бросил стакан абсента в голову Гогена после того, как Гоген объявил, что с него хватит, и он возвращается в Париж. Трудно узнать точную правду о странной последовательности событий, которые привели к тому, что Гоген за 2 дня до Рождества сбежал на поезде в Париж. Но, по-видимому, решение Гогена покинуть Арль было слишком болезненным для хрупкого восприятия Ван Гога. Его мечта о студии Юга с другими художниками рухнула. Боль, замешательство, негодование. Ван Гог настолько обезумел, что после того, как его привели домой и уложили спать, он не успокоился и последовал за своим другом по улице с открытой бритвой. Его оттолкнули. 2 темперамента разошлись в разных направлениях. Гоген зарегистрировался в отеле для своей безопасности, не зная, что Винсент после возвращения домой в припадке безумия отрезал себе часть уха, который затем подарил Рэчел, своей любимой проститутке в борделе. Полиция была проинформирована. Ван Гог был найден без сознания в своем доме и был госпитализирован. Последующие несколько месяцев Ван Гог провел в больницах и вне их, так как его состояние то ухудшалось, то улучшалось. Существуют противоречивые данные о том, действительно ли Ван Гог отрезал себе все ухо, или это была только мочека левого уха. Но неоспоримо то, что местные жители Арля считали его полным сумасшедшим и называли «рыжий безумец». Первоначально Ван Гог был доставлен в больницу Арля. В течение нескольких дней Ван Гог оправился от психотического состояния, но он не сохранил воспоминаний ни о нападениях на Гогена, ни о членовредительстве и даже о начале своего пребывания в больнице. Интенсивная и бурная дружба между мастерами постимпрессионизма Полем Гогеном и Винсентом Ван Гогом закончилась одним из самых странных поступков в истории искусства. 2 мужчин больше никогда не увидятся лично, хотя они продолжали писать друг другу письма вплоть до трагического самоубийства Ван Гога. Ван Гог вернулся домой через 2 недели и возобновил свое занятие живописью, создав автопортрет с перевязанным ухом и трубкой, на котором он изображен в безмятежном спокойствии.
после унижений, вызванных публичными издевательствами и заключением в больницу по требованию обеспокоенных граждан Арля, в мае 1889 года Ван Гог добровольно поступил в лечебницу Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс. Он пробыл там с мая 1889 года по май 1890. Для Ван Гога это был период мучений, но необычайного творчества, когда он создавал некоторые из своих самых ослепительных и любимых работ, которые теперь хранятся в музейных коллекциях по всему миру. Они были запечатлены на коротких прогулках в саду приюта, и вид из окна его комнаты в психиатрической больнице Сен-Поль-де-Мавзоль. Живопись давала ему утешение и смысл. Его психическое состояние не мешало ему упорно работать. Было создано не менее 130 картин, в том числе одни из самых известных в мире. Сам Ван Гог положил конец этому периоду. Подавленный тоской по дому и одиночеством, он очень хотел увидеть Тео. Винсент покинул психиатрическую больницу в Сен-Реми в мае 1890 года и направился на север. Он поселился в деревне Овер-Сюар, где проживали несколько художников, и подружился с доктором Полем Гаше, который мог за ним присматривать. Винсент полностью погрузился в рисование в этот период, выполняя практически по одной работе в день. Казалось, что его здоровье тоже улучшилось. Овер предложил Винсенту мир и покой, в котором он нуждался. И, находясь достаточно близко к Парижу, чтобы он мог навестить своего брата Тео. Винсент посетил Тео и его семью в Париже в начале июля 1890 года. Тео обручился в конце 1888 года, женился через 4 месяца и стал отцом в начале 1890 года. Каждое событие совпало с обострением состояния Ван Гога. Художник чувствовал, что его уникальная связь с братом находится под угрозой. Тео женился на Джоанне Джо Бонгер в апреле 1889 года. В январе 1890 года Винсент получил известие о рождении ребенка. Тео и Джо назвали своего сына в его честь – Винсент Вильям Ван Гог. В знак признательности Винсент прислал им особую картину из больницы – «Цветок миндаля». Находясь в Париже, Ван Гог узнал, что его брат Тео подумывает о том, чтобы бросить работу в арт-дилерах, которой он руководил на протяжении многих лет.
Тео хотел открыть собственный бизнес, который неизбежно представлял собой определенный финансовый риск. Винсент вернулся в Овер встревоженным. Его искусство начало получать признание, и картина была продана, но дальнейшая финансовая поддержка стала неопределенной, поскольку здоровье Тео начало ухудшаться. И Тео, и его жена Джо написали Винсенту, чтобы успокоить его. Однако финансовая неуверенность и страх нанесли тяжелый урон здоровью Ван Гога. Он не мог избавиться от мрачной мысли о будущем. Доктор Поль Гаше, художник-любитель, посоветовал Ван Гогу полностью посвятить себя своему искусству. Он и сделал именно это, и с лихорадочной скоростью раскрашивая сады и пшеничные поля вокруг деревни. Однако после визита к Тео Винсент стал очень обеспокоенным своим финансовым будущим. Эта неуверенность стала невыносимой, чтобы справиться с его болезнью. Его психическое здоровье продолжало колебаться. Чувствуя себя одиноким и изолированным, Ван Гог покончил жизнь самоубийством. Именно страх спустил на курок и привел к срыву. Страх быть брошенным как в эмоциональном, так и финансовом плане. Винсент закончил свою жизнь в июле 1890 года в возрасте 37 лет. После смерти Винсента его брат Тео не хотел ничего, кроме как поднять престиж работы своего брата. Но всего через полгода скончался и Тео. Братья похоронены бок о бок в небольшом городе недалеко от Парижа. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это известное изречение, безусловно, приемлемо и к Винсенту Ван Гогу. Глобальный успех Винсента во многом обусловлен его невесткой Джо. Без преданности Джо это было бы невозможно. Оставшись одна с малолетним ребенком, она перевезла коллекцию из парижского дома в Голландию и посвятила себя тому, чтобы принести ныне покойному Винсенту признание, которого он заслуживает. Его работы по-прежнему поражают миллионы людей по всему миру. И хотя он продал только одну картину при своей жизни, его влияние на результаты искусства были потрясающими. Винсент искал баланс между тем, что было реальным, и тем, что было у него в голове, выражая свои чувства
через картины, что делало его искусство живым, драматичным и значимым. Винсент ван Гог навсегда изменил человечество. Сам он считал, что его жизнь была ужасной неудачей, и через эту боль и страдания он создал знаменитую картину «Звездная ночь». Его картины достигли новых рекордов, когда были проданы за сотни миллионов долларов, а его персонаж стал легендой. На его из последних картин «Пшеничное поле с воронами» черные птицы летают в беззвездном небе, и 3 тропинки никуда не ведут. Благодаря братской любви и 658 письмам, которые им были написаны к Тео и опубликованы его невесткой Джо, теперь мы знаем историю Винсента.